Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшний мастер-класс будет посвящен полимерной глине Fima с эффектом кожи. Появление этой линейки глины расширило границы наших творческих возможностей. Ведь эта пластика легко гнется, напоминая настоящую кожу, а еще ее можно шить, а также вышивать на ней. На канале Fima TV есть несколько моих уроков, в которых я раскрываю потенциал глины с эффектом кожи. Если вы еще не видели эти мастер-классы, советую вам их посмотреть. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. А в сегодняшнем мастер-классе я покажу несколько вариантов лепки цветочков из полимерной глины Fima с эффектом кожи. Эти цветочки можно использовать при создании колье или браслета, а можно сделать из них брошку или серьги, уменьшив их размер. Или, например, украсить одним из этих цветочков сумочку. Вариантов их применения очень много. Итак, приступаем к работе. Из полимерной глины Fima с эффектом кожи номер 749 ржавчина раскатываю тонкий пласт. У меня это 8-я толщина паста-машины. С помощью текстурного листа придаю ему фактуру кожи. Теперь мне понадобятся каттеры в форме цветочков разных размеров. С помощью них вырезаю по 2 цветка каждого размера. На середину самого крупного цветочка наношу Fima гель. Приклеиваю к нему второй цветок того же размера. Делаю это таким образом, чтобы его лепестки располагались в шахматном порядке относительно лепестков первого цветка. На середину этого цветочка наношу Fima гель и приклеиваю цветок меньшего размера. К нему приклеиваю второй такой же цветочек. А теперь в ход идут самые маленькие цветки. Слежу за тем, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке. Когда все цветочки приклеены, поднимаю их лепестки. После этого отправляю цветок запекаться. Когда цветок запекся и остыл, креплю к его середине заклепку в качестве украшения. А мы приступаем к изготовлению следующего цветка. Мне понадобится полимерная глина Fima с эффектом кожи номер 109 шафран. Из этой пластики на 8-й толщине пастомашинки раскатываю длинную полоску. Складываю ее пополам и склеиваю края. Только края. Целиковая часть полоски склеиться не должна. Посмотрите, как я это делаю. Чтобы полоска не склеилась, вставляю внутрь нее деревянную шпажку и отправляю запекаться. А я тем временем займусь подготовкой сердцевины цветка. Для этого мне понадобятся готовые тычинки. Купить их можно в магазине, где продают товары для творчества. Скрепляю тычинки с помощью нитки, завязываю несколько узелков и отрезаю все лишнее.
Вот что у меня получилось. Тем временем запеклась и остыла наша полосочка. Вынимаю из нее деревянную шпажку и край, который я оставила не склеенным, нарезаю ножницами. Должна получиться вот такая бахрома. На край полоски наношу суперклей и приклеиваю тычинки. После этого начинаю скручивать полоску в рулетик. Скручиваю ее достаточно туго, натягивая полосочку. Периодически фиксирую ее с помощью суперклея. Конец полоски также фиксирую. У меня получился пушистый цветочек. Приступаю к изготовлению третьего цветка. Для этого мне понадобится полимерная глина Фима с эффектом кожи номер 249 «Арбуз» и номер 29 «Айвори». Раскатываю глину этих цветов на 8 толщине пастомашинки. Кладу один пласт на другой и прокатываю на пастомашинке на той же 8 толщине. Теперь беру два текстурных листа кожи. Один из них кладу на рабочую поверхность. Сверху кладу двухцветный пласт глины и накрываю его вторым текстурным листом. С помощью скалочки прижимаю текстурные листы к глине. Делаю это сначала с одной стороны, затем аккуратно, чтобы ничего не сдвинулось, переворачиваю эту конструкцию и делаю то же самое с другой стороны. После этого убираю текстурные листы. На пласте с обеих сторон появилась текстура кожи. Теперь беру круглый каттер и с помощью него вырезаю 8 деталей. Каттером меньшего диаметра вырезаю еще один кружочек. Края деталей получились неровные, так как глина имеет необычную текстуру и не особо хорошо режется. Но я решила не убирать эти неровности, так как мне они нравятся. Край деталей благодаря им напоминает замшу. Приступаю к сборке цветка. На маленький кружочек наношу фимогель. Теперь беру один из больших кружков, складываю его пополам белой стороной вовнутрь и защипываю серединку. Края кружочка не склеиваю. Деталь опять складываю пополам и снова защипываю только середину. Края склеиться не должны. По такому принципу складываю остальные кружочки. Когда все лепестки готовы, начинаю приклеивать их к маленькой круглой детали. Приклеиваю первый ряд, состоящий из 4 лепестков. Затем на середину цветочка наношу фимогель и на первый ряд лепестков приклеиваю второй ряд.
Слежу за тем, чтобы линии изгиба первого и второго ряда лепестков совпадали. Расправляю все лепесточки и отправляю цветок запекаться. Посмотрите, какие цветочки у меня получились. Они все разные и каждый по-своему интересен. Благодаря волшебным свойствам глины с эффектом кожи лепесточки у них гнутся. И не каждый догадается, что цветки сделаны из полимерной глины. Пишите в комментариях, какой из цветочков вам понравился больше всего. А я планирую снять для вас еще один урок по лепке цветов из полимерной глины Fimo с эффектом кожи. Как вам такая идея? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс, и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!